Всем привет! Сегодня на канале булочки на закваске. Булочки получились просто невероятные. Много изюма, шикарный пористый мякиш, тонкая хрустящая корочка. Такие булочки дома у нас долго не задерживаются. Закваска опара у меня уже готова. Ставила я ее на ночь, созревала она часов 9. Здесь 50 грамм пшеничного стартера, можно заменить на ржаной, 160 миллилитров воды и 160 грамм пшеничной муки. Мука у меня первого сорта, но если у вас нету такой муки, можете заменить ее на муку высшего сорта или на муку второго сорта. Замешивать тесто буду в миксере, поэтому в чашу миксера выкладываю 340 грамм закваски опары, добавляю 200 миллилитров воды или, если хотите, молока. Добавляю 2 куриных яйца. Яйца у меня категории С1. Добавляю 50 грамм растительного масла, либо растопленного сливочного, но не горячего. Вместо сахара буду использовать глюкозный сироп. Если нет глюкозного сиропа, конечно, можете использовать сахар. Глюкозный сироп в хлебопечении улучшает условия брожения теста, придает пористость и хороший вкус изделиям, препятствует черствению выпечки. Добавляется в тесто в пропорции 2-4% к муке. Выкладываю 600 грамм пшеничной муки. У меня мука первого сорта. Муку я обязательно просеиваю, чтобы насытить ее кислородом. Выпечка из такой муки получается пышнее. Добавляю 1 чайную ложку соли для дополнительного вкуса. И сразу же выкладываю изюм в объеме 250-300 грамм. Изюм я предварительно замачиваю кипятком минут на 5. Замешиваю тесто сначала на самой маленькой скорости миксера, чтобы все ингредиенты равномерно распределились между собой. Затем я постепенно скорость буду увеличивать, и окончательный замес у меня будет уже на 5 скорости миксера. У меня 10-скоростной миксер. В таком режиме тесто у меня всегда хорошо промешивается. И на этом этапе, если я вижу, что тесто жидковатое, можно корректировать его гидратацию. Я в свое тесто добавила еще 2 столовые ложки муки. Правильные пропорции жидкости и муки в тесте – это когда тесто собирается вокруг крюка и в окончательном замесе не цепляется за стенки чаши миксера. Видите, чаша моего миксера практически остается чистой. Тесто готово, оно у меня хорошо вымешано. Оно, конечно, липковатое, очень мягкое. Такое неплотное тесто и должно быть для булочек. Выкладываю тесто в миску. Миску я предварительно хорошо промазала маслом. Когда выложу все тесто, сглажу его поверхность, накрою крышкой и оставлю на расстойке на 4 часа. Тесто у меня растаивалось 4 часа. За это время оно существенно увеличилось в объеме, раза в 3, наверное, если не больше. Далее присыплю рабочую поверхность мукой, выложу на нее тесто и приступлю к формовке моих булочек.
Я хочу из одной половины теста сформовать круглые булочки, у меня их будет 12 штук. А из второй половины теста я хочу сформовать плетенку из 3 полос. Таким образом я разместила заготовки на свой противень. Противень я предварительно покрыла пергаментом. Заготовки накрываю и буду растаивать их часа 2. И вот так выглядят заготовки после расстойки. Они увеличились в объеме. Перед выпечкой я буду смазывать их яйцом, немного взбитым. Можно смазать их желтком, смешанным с небольшим количеством воды или молока. Можно смазать просто молоком, кто как привык. Выпекать булочки буду в хорошо разогретой духовке до 200 градусов по Цельсию минут 30-35. Ориентируйтесь на свою духовку.